Что нахуй тут происходит? Ты что, уже снимаешь, что ли? Дай проснулся хоть. Что говорить-то что-то надо? Друзья, в нашем сегодняшнем видеообзоре рефрижератор на базе «Газель» с закабинным спальником, с 2 спальными местами. У меня была возможность подремать на солнышке, майском солнышке, пригрело, испытать, как этот спальник ведет себя прямо на мне, так сказать, на Кирилле Сухине. Могу сказать, что идея хорошая, идея классная, завод «Чайка-сервис» в этом плане все продумало хорошо. Спальное место удобное, просторное, ничем не хуже, чем в отеле. Нет только душа. Давайте рассказывать. Идея создания этого автомобиля родилась давным-давно. Мы с нашим корпоративным клиентом, который перевозит замороженные продукты питания по заправкам и, соответственно, проезжает большие расстояния, очень долго и давно думали, как бы нам создать автомобиль, который был бы хорошего качества, хорошей надежности и при этом мог перевозить грузы в фургоне вместимостью 8 евро-палет и при этом в идеале было бы иметь спальное место. У этого клиента были в парке и Форды, и Ивеки, видеообзоры которых есть на нашем канале. И вот, так сказать, кризисная составляющая внесла свои коррективы, и мы с ним совместными усилиями обратили внимание на сборку автомобиля со спальным местом на базе «Газель Next». Это его первая тестовая машина, и мы будем смотреть и наблюдать за статистикой и, соответственно, обратной связью, которую он нам будет передавать, и обязательно с вами этой статистикой будем делиться. За основу было взято базовое шасси «Газель Next» с турбированным дизельным двигателем производства американского завода Cummins. Есть версии с бензиновым двигателем EvoTech и есть версии в старом модельном ряду «Газель Бизнес», у которого в комплектации идет ульяновский мотор с индексом УМЗ 4216. Вон он стоит у нас на отдаленной площадочке. Изначально, выбирая для нашего клиента вариант исполнения закабинного спальника, мы продумывали взять в качестве основы базовое шасси «Газель Next» со сдвоенной кабиной, так называемый фермер. Но, к сожалению, мне не нравится это исполнение, ввиду того, что там фактически задний ряд сидений нужно будет колхозить, что-то придумывать, переделывать. А здесь в нормальных заводских условиях я убедил клиента сделать именно так, что в заводских условиях установили пластиковую надстройку на заднюю часть кабины и придали ей при этом аэродинамическую форму. Это очень немаловажный момент, так как автомобиль ездит по трассам. Там, соответственно, каждый десятый коэффициент сопротивления играет свою роль на расходе топлива. Поэтому по причине того, что это красивее, это удобнее, это аэродинамичнее, и по причине того, что требования нашего заказчика были таковы, что нам нужно разместить здесь именно 8-палетный изотермический фургон, потому что меньше фургон делать нет смысла. То есть ему брать, например, короткую версию там, и 13-кубовый фургон при длине 3,10, соответственно, смысла нет. То есть он загрузился в Москве, поехал по трассам, на полпути раскидал вот этот небольшой объем и возвращаться надо, то есть обратно на погрузку. Называется это мудовые рыдания. Соответственно, мы здесь изготовили при изготовлении закабинного спальника на заводе «Чайка-сервис» была удлинена рама. Это очень немаловажный момент, который позволил нам и установить здесь изотермический фургон, длина которого составляет 4 метра 30 сантиметров. Ширину, про сам фургон мы поговорим попозже, а сейчас базовое, все, что касается основы нашей, то есть базового шасси. Турбированный дизельный двигатель, его объем 2,8 литра, его мощность 149 лошадиных сил, его крутящий момент 270 ньютон-метров. Классическая компоновка базового шасси, огромное количество видеообзоров и про «Газели», «Next» и про закабинные спальники сняты. Я не буду здесь претендовать, так сказать, на лидерство и первопроходчество, но мне не попалось, я недолго рылся в интернете, но мне не попалось исполнение именно с рефрижераторным фургоном.
Так как наш клиент любит делать все по максимуму, поэтому мы здесь взяли в исполнение базовое шасси в максимальной комплектации. Она называется Pro. У нас классическая колесная формула 4х2, задний привод колес, задняя рессорная подвеска. Самое что интересное, при полной массе 3,5 тонны машина попадает под B-категорию. Мы, соответственно, можем сделать грузоподъемность до тонны или больше тонны. Так как машина пойдет на межгород, в принципе, там до тонны этот момент не актуален, но с учетом того, что, может быть, этому автомобилю придется ездить по Москве, мы сделали на всякий случай там 990 килограмм. Самое интересное, что на правой стойке, на дверной, есть шильдик, на котором идут индексы полной массы 3500 и индексы распределения нагрузки по осям. Так вот, на переднюю ось по развесовке приходится 1550 килограмм, на заднюю ось приходится 2600 килограмм. То есть грузоподъемность там задней оси 2600. За вычетом массы нашего большого тяжелого фургона, который съест, я думаю, добрых килограмм 900, у нас остается где-то грузоподъемности в районе 1,5 тонн. Но для нашего заказчика, опять же, продумывая компоновку этого автомобиля, мы еще добавили сюда 2 листа рессоры плюс лист подрессорника. Я думаю, что в этом исполнении автомобиль сможет возить где-то 2-2,5 тонны груза, чистой грузоподъемности. Но единственный нюанс, который здесь остается, товарищи, на ваше усмотрение, это то, что если вы заедете на весы, у вас, естественно, покажет перегруз. И решать все вот эти моменты, это, конечно, придется вам там как-нибудь, где-нибудь. Вот, соответственно, как бы... Отвлекся, извините, песня знаком. Бак для солярки находится у нас вот в этом месте. Местоположение своего не поменял. Горловина, к сожалению, великому, не имеет механизма запирания. Хотя уже, товарищи, ну пора бы уже поставить сюда личинку, поменять вот эту вот горловину на какую-то нормальную, дельную, потому что уже даже Лада... Нет, на Лада Ларгус нету. Вот, ну, уже практически все нормальные европейские компании и там чуть ли не китайские, у всех уже есть горловина, которая запирается на ключ. Ну, товарищи, надо здесь что-то поработать. Объем нашего бака стандартный, не меняется. С завода не предлагаются версии с увеличенной вместимостью, хотя по трассам, по межгороду это было бы, конечно, актуально. Но с учетом того, что большая там наша автозаправковизация нашей страны, заправок навалом, поэтому заправиться сможете в любом моменте. В этом месте под фургоном располагается тумблер и место, где управляется свет внутри нашего фургона. Задние подкрылки у нас с завода Центра Транстехмаш идут вот в таком исполнении с усилением, потому что первые, это по состоянию на май 2017 года, первые подкрылки, они шли без вот этих направляющих, и при большой скорости вот эту часть загибала, и у нас очень много приезжало подкрылков вот с такими дурами. Вот, соответственно, мы для нашего корпоративного клиента все эти подкрылки меняли на вот такое усиление, либо придумывали сами, если невозможно было установить вот эти штуки, которые, блин, дорогие, просто караул. Соответственно, мы делали некое усиление, либо цепи вешали, чтобы переднюю часть эту не загибало. Вот, соответственно, запасное колесо у нас по традиции располагается в задней части рамы. Спрятано оно с задней части и не видно специальной алюминиевой такой заглушечкой. А располагается вот здесь. Тормозная система, которая устанавливается на «Газели» в базовом исполнении, не изменилась. Задние у нас тормоза барабанные. На задней оси в дополнение к рессорам присутствуют и газонаполненные амортизаторы, и стабилизатор поперечной устойчивости. На передней подвеске у нас тормоза, слава богу, дисковые. Подвеска у нас передняя независимая, также со стабилизатором поперечной устойчивости и теми же самыми газонаполненными амортизаторами. Вот. В базовой комплектации на автомобиль у нас устанавливается только дизельный двигатель, модификации у него нет. Фактически, да, он только в одном исполнении с мощностью 149 лошадиных сил. Агрегатируется он с механической 5-ступенчатой коробкой переключения передач.
И ну, больше ничего тут особого нету. Тормозная система с вакуумным усилителем тормозов. Капот открывается по традиции здесь. Сейчас мы заглянем. Предусмотрен на автомобиль автомат, пулемет, пистолет и ни хрена больше. Вот. Курточка моя, так хорошо сидит на мне. Да выруби ты эту песню, ну ёпарасы ты, блядь, опять это грибы какие-то. Вот, американские двигатели, мощные, тяговитые, неприхотливый, но во всем есть свое но. И этот автомобиль, и этот мотор можно уничтожить. Чуваки, если вы будете экономить на топливе или у вас будет за рулем наездик, то будьте готовы к тому, что вы можете налипнуть на довольно серьезную сумму денег. Потому что этот мотор очень дорогостоящий в плане ремонта и запчастей. Все американское, все на возросшем курсе доллара, и поэтому я очень много общаюсь со своими клиентами корпоративными, и у них спрашиваю про статистику. Большое количество людей радуются первоначально дешевой стоимости покупки автомобиля марки «Газель», но потом стонут от большого количества потраченных денег на ремонты. Соответственно, имейте это в виду, что за машинкой нужно следить и внимательно к ней относиться. В принципе, как, ну, вообще ко всему, наверное, со внимательством и внимательством. Вот. У нас под капотом больше ничего интересного нет. На переднем бампере вы можете заметить дополнительные противотуманные фонари. Так как комплектация наша называется Pro, это максимальная комплектация в базовом исполнении, которая поставляется с заводом, вот передние противотуманные фонари снаружи и еще несколько ништяков внутри. К этим ништякам относятся хорошие дополнения. Это независимый отопитель двигателя Webasto предпусковой. С учетом того, что машина ходит по трассам и проезжает разные регионы, где зима может быть там минус 15, 10-15, как в Москве, или, например, 30-35, как где-нибудь у нас в Сибири, то вот этот вот отопитель — это вот очень необходимая вещь, которая будет работать в паре, например, с тем же двигателем, да, и во время движения там никакой дизельный двигатель при минус 35 там не будет нормально прогреваться до рабочей температуры. С помощью отопителя Webasto это вполне нормально, и уже опыт эксплуатации и установки автомобиля Webasto на Ивеке, на Форды у нашего клиента именно доказывает это, что дополнительный отопитель здесь нужен. Вот. Самое время нам отправиться в салон и изучить, что у нас входит в стандартную комплектацию и что у нас входит в нашу дополнительную комплектацию Pro. В базовом исполнении электростеклоподъемники, обогрев зеркал. Зеркала, кстати, у нас двухсекционные. Верхняя часть у нас в нашей комплектации Pro дополнительно оснащена электрорегулировкой. В базовом исполнении электрорегулировки нету. И имеется специальная сферическая зона для обзора мертвых зон во время движения. Вот. Соответственно, аудиосистема у нас здесь. Так, кресло водителя у нас поменено. Называется оно люксовое в исполнении Pro. Имеет у нас регулировки по блатному уже. Вы видали, как спиночка? Не надо тебе там 3 дня наяривать рычажочек. А вот нажал, отодвинул. Вперед-назад есть лифты в передней части. То есть уже как, ё-моё, как у Форда нафиг. Даже поясничный подпор регулируется. И даже есть пацанская вещь. Подлокотник. Подлокотник есть, все вообще. Машина сразу котируется, если есть подлокотник. Так вот поставил, там едешь, уперся вот так вот. Вот. Отодвигая это кресло до конца вперед и убирая спинку, вы получаете доступ в именно тот закабинный отсек. Ну, мы к нему чуть-чуть подальше вернемся, чуть-чуть попозже. Значит, у нас трехточные ремни безопасности с преднатяжителем, с возможностью регулировки верхней точки
по высоте. Вот. Здесь рулевая колонка регулируемая. Вверх-вниз. Но не более того. Но я думаю, вы не обломаетесь креслом, подстроитесь. Есть подбутылочник, есть подстаканничек. Есть огромная солнцезащитная это штука, как я забыл. Козырек. Ядрит Мадрид, молодец, видеооператор. Вот, соответственно, на центральном туннеле есть у нас специальный кармашек с самой верхней части, куда можно положить всю руководство эксплуатации, на холодильник, на фургон, какие-то документы. Даже вот такая программируемый таймер марки Webasto на русском языке, мини-инструкция, как в детстве, как берешь какую-нибудь книжечку и листаешь там, смотришь какой-нибудь. Или шпоры были такого размера. Ты делал? Шпаргалочки такие мои. Че, ты типа хорошо учился, что ли? Нет. Учился. А, ты вообще не учился? Я с детства с камерой. Наш щиток приборов в классическом исполнении. Все самое стандартное. Тахометр, спидометр, уровень топлива, температура в двигателе и маленький размером, наверное, 5 на 5 сантиметров дисплейчик, на котором отображается пробег, одометр, время в пути, напряжение бортовой сети, расстояние до заправки. Нормальная, интересная, удобная вещь. Справа от руля располагается пульт управления нашей Webasto, жидкостной, как ее называют некоторые, мокрой. Вот. В комплектации Pro у нас идет двухдиновая магнитола, которая в себя вмещает с лейблом газ. Крутая такая. Она управляется с руля, вмещает в себя, соответственно, радио, микрофон. Можно подключить телефон по системе Bluetooth и пользоваться громкой связью, что интересно. Большой, хорошо читаемый экран. Вот, можно ставить и, кстати, флешечку здесь для того, чтобы читать какую-то любимую музыку. Молодцы. Под нашей огромной магнитолой с кучей функций, кучей меню у нас есть набор кнопочек, в котором располагается кнопка включения обогрева зеркал, кнопка включения обогрева сидений, наше сиденье с обогревом, кнопка включения передних противотуманок. Че, не задублированы, что ли? Короче, две одинаковые кнопки есть как спереди, но это может быть, кстати, да. Короче, на передней части есть кнопка, которая с изображением, которое обычно ставится для передних противотуманных фонарей. Но передние противотуманные фонари у нас включаются здесь, задние противотуманные фонари у нас включаются тоже здесь. На автомобиле, кстати, есть еще круиз-контроль в базовом исполнении. И при сборке на заводе поставили эту клавишу, точно такую же, которая на самом деле включает освещение вот у вас внутри вашего спального места. Два плафона освещения включается здесь. Есть одна пустая заглушка для того, чтобы вы установили по вашему усмотрению еще какой-то ништяк. И самая правая кнопка у нас блокировка заднего дифференциала. Ништяк. У Форда нет такого. И у Isuzu нет такого. Такого есть только у Майкла Джексона. И на Газели, блин. Вообще, пацаны, имейте в виду. Вот, куча подстаканников, куча вот, пепельница здесь для курящих, прикуриватель. Большой вместительный для всякого барахла бардачок размером А4. Здесь у нас прячется еще один бардачок, вот такого плана. Единственное, что при резком разгоне, если вы будете стартовать и тягаться, например, с каким-нибудь Мерседесом AMG, и у вас там что-то будет лежать, он может открыться и убить вашего пассажира. Вот. Соответственно, пульт управления холодильной установкой воткнули вот в это место. Он маленький, компактный. Не такой, например, как у корейцев. Вот такая приблуда, которую вставят куда ни попадя, или там просверливают торпеду в самом центре куда-то ставят. Маленький, красивый, аккуратный, читаемый, поставили, поехали. Вот. Поэтому, перепрыгивая на наше вот это сиденье, которое у нас без регулировок, кроме как вот наклон спинки,
Для пассажира есть подбутылочник, какие-то клипсы, подстаканник, подкарманник и электростеклоподъемник. В правой двери даже нету второго кармана, как в левой двери. Ну ё-моё, Вася, ну что такое без кармана? С правой стороны зато есть специальный отсек, куда прячется домкрат, буксировочный крюк и баллонник. Вот в этом месте, на ремешочке. Красиво, аккуратно и нормально расположено. Вот, товарищи, соответственно, самое что интересное и относится к нашему закабинному спальнику. Ну вот такое изначально сиденье было. 21 век. Короче, наше закабинное пространство на заводе Чайка Сервис сделано просто феноменально. На базе Газели я считаю, что это просто бомбически классно. Вот. Нижняя полка. 2 спальных места. Нижняя полка. Сюда можно насувать столько просто всего. Охренеть. Это на самом деле очень важно для тех, кто ездит на дальние расстояния, упер на неделю, например, да, и сюда там примус, там всякие все эти свои термосы, шмырмосы, чайники, набор любимых видеофильмов, там вообще по красоте. Вот. Набил здесь. Если тебе этого места мало, пожалуйста, вот не поднимай верхнюю спальную полку и все в твоем распоряжении. Если все-таки решишь поспать, а если ты там ездишь, ну да, 2 спальных места, классно. Специальные направляющие вот в этом месте фиксируются, и все, в твоем распоряжении 2 спальных места. Вот так вот херак, вот так вот блок, да, и все, и топишь массу. Стало жарко, открыл лючок, и как наверное, отдыхаешь со свежим воздухом. Мой рост 185 сантиметров, я помещаюсь здесь вполне себе комфортно. Есть запас, наверное, еще сантиметров 5. Вот если вы больше 190, наверное, вам придется там чуточек коленочки пододвигать, поджимать, либо как-то вмоститься, но классно сделали. Лючок тебе, все дела. Вот так и рассказываю дальше. Иди пока покури, я посплю. Фургон, который мы установили на наше шасси, производство завода Центр Транстехмаш. Исполнение у нас фургон из сэндвич-панелей высокой изотермичности. В качестве обшивки используется лакированная сталь белого цвета. Обрамление фургона и задняя рамка у нас из оцинкованной окрашенной стали. Фурнитура наших дверей штангового типа, закрываем с специальными отверстиями для навесных замков, со специальными фиксаторами дверей в открытом положении молоточкового типа. И исполнено из оцинкованной стали. Фургон высокой изотермичности предполагает изготовление стенок толщиной боковые 60 мм, двери, крыша, передняя стенка 80 мм, пол у нас толщиной 100 мм. При этом с 2017 года, самое что хорошее, правильное, завод использует вот такой 5-лепестковый уплотнитель на фургонах высокой изотермичности. Эта часть сделана полностью из специальной резины, которая разрывает, исключает, минимизирует количество мостов холода в этом фургоне. Это очень, в принципе, правильно. Наш фургон внутри выполнен также из блокированной стали, настил нашего пола сетчатая фанера, и есть небольшая бортовочка высотой всего лишь 120 миллиметров. По вашему желанию, естественно, как я всегда говорю, мы можем сделать фургон, например, из пластика, а не из лакированной стали. На полу мы можем постелить, например, рифленый алюминий, если для вас это важно. Можем здесь изготовить заливной пол, если вы вдруг, например, используете какую-то рыбную продукцию, которая имеет свойство протекать, затекать в щели, потом вонять, и никакими химикатами этот запах не вытравливается. Для удобного доступа в салон выполнена вот такая ступенька, плюс поручень на задней рамке, ну и вам в дополнение вторая дверь. Запрыгнули и обратили внимание на вторую дверь, которая
выполнена с небольшим скосом, тем самым обеспечивается гораздо более легкое открывание двери вот с такой огромной толщиной. И при этом здесь тоже специальная пластиковая вставка, которая уменьшает количество мостов холода. Габаритные размеры нашего фургона: длина 4,30, ширина 2,20 и высоту мы сделали 2,20. Вместимость нашего фургона 8 евро палет. Если взять и перемножить наши габаритные размеры, мы получаем объем по наружным габаритам 20,8 куба. Если брать внутренний объем и его внутренние размеры, то наш чистый полезный объем нашего фургона составляет 17 кубов. Имейте это в виду. И, соответственно, расположение палетов буковкой Т по вашему усмотрению. В дополнение к изотермическому фургону, для того, чтобы наша температура была здесь минус 18 градусов, а это именно требование нашего заказчика, мы установили сюда холодильно-отопительную установку марки Thermoking. Модель, которую мы сюда выбрали, самую мощную, которую нам позволило небольшое место на передней стенке установить. Это модель C450E Max. Она работает как на охлаждение, так и на обогрев. Универсально на этом объеме и способна работать в интервале температур от плюс 12 до минус 18 градусов на этом объеме. Холодильное оборудование подобрано сюда с запасом. Это то, что я всегда рекомендую нашим заказчикам. Мы с этим клиентом работаем уже лет 5, поэтому вот мой вот этот тезис подборки холодильного оборудования всегда с запасом, он уже нашим клиентам уже опробован, обкатан, и он каждый раз говорит: правильно мы делаем, что холодильник ставим всегда помощнее. В этом случае температура нагнетается гораздо быстрее, при этом холодильник после того, как набрал температуру, выходит в режим работы на низких оборотах, то есть включается, поддерживается, выключается. Это экономия топлива, быстрый набор температуры, и это увеличенный срок службы вашего компрессора. Имейте это в виду. У нас здесь два мощных вентилятора, которые включаются и управляются вместе с холодильной установкой со специального пультика из кабины. А сейчас я вам расскажу одну страшную историю, детки. Для освещения внутри фургона используется светодиодный фонарь. К сожалению, один, так как на длине фургона до 5 метров на заводе CTTM используется один плафон. Если вам этого мало, мы на заводе можем поставить их два, либо на наших мощностях установить вам светодиодную ленту, одну или две. Если для вас это имеет значение, имейте это в виду. Изначально при продумывании этого автомобиля мы учитывали холодильное оборудование марки Elinch S4T, самую мощную холодильную установку, чтобы на этом объеме был запас. Наши партнеры, так как это у нас первый опыт был постройки, сказали: изготовьте фургон размерами 2,20. Ну окей, мы изготовили, сделали, машина пришла, собрали, бац, а места-то для холодильника мало. Мы задаем вопрос: а что 2,20? Ну вот мы сделали 2,20 габарит. Он говорит: да 2,20 надо было внутри делать. Я говорю: ядрит, мадрид, ну что за люди-то, а? Ну вот как бы 2,20 снаружи, 2,20 внутри — это абсолютно разные габаритные размеры фургона. Так вот, если вы захотите сюда ставить все-таки холодильник Elinch или какой-то корейский холодильное оборудование, делайте высоту фургона больше, чем 2,20, 2,30 или 2,35, чтобы сюда влез или корейский, или эллинджевский холодильник. Выходом из этой ситуации стала установка американского холодильного оборудования, вот, как я и сказал, модели C450E. Это самая мощная холодилка с плоским наружным блоком, который поместился у нас в этом месте. Мы дополнительно пристроились на 70 тысяч рублей, но это наши проблемы. Мы же уже договор подписали, и мы решаем вопросы до конца. Это наша кредо. Если мы взялись, мы делаем до конца. Если мы пристраиваемся на дополнительные деньги, это наша проблема. Это очень важно. Мы с клиентом с 2011 года вместе. И за все, что мы делаем, мы тоже отвечаем вместе. Ну что, говорили много, рассказывали много, теперь давайте тезисно. Автомобиль-рефрижератор на базе Gazelle Next с закабинным исполнением спальника, 2 спальных места. Базовое шасси Gazelle Next, гарантия 3 года либо 150 тысяч километров пробега, межсервисный интервал 20 тысяч километров. Турбированный дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Базовое шасси взято с максимальным исполнением в комплектации Pro.
Webasto, двухдиновая магнитола, громкая связь, там можно подключать телефончик, электростеклоподъемники, электрозеркала с обогревом и регулировкой, улучшенное водительское, только водительское сиденье с кучей регулировок, как на Форде, и обогревом. Значит, стандартный топливный бак, увеличенная рама, на которой у нас поместился изотермический фургон вместимостью 8 евро палет и внутренним объемом 17 кубов. Стенки наши сделаны под глубокую заморозку, фургон изготовлен на заводе Центр Транстехмаш. Ввиду неприятного нюанса холодильная установка была нами поставлена американской фирмы Thermo King, модель C450. На данном объеме способна разогнать температуру до минус 18 градусов. Вот. Все это дело доступно при покупке в лизинг, в кредит, а так как автомобили российского производства, при покупке в лизинг вы еще 10% можете получить госсубсидию. Но это по состоянию на май 2017 года. Что там дальше будет, науке неизвестно. Все это хозяйство обошлось в 1 миллион 850 тысяч рублей. Но есть нюансы, где можно там сэкономить. Но сэкономить только в ущерб. Если вы собираете для себя автомобиль, если вы частное лицо, то, конечно, тут все ништяки собраны. И усиленные рессоры, и хорошая комплектация кабины, хороший фургон, хороший холодильник. Если вы собственник бизнеса, да, конечно, тут можно тогда сэкономить и на фургоне поставить нижегородский фургон, и холодилку Эллинж поставить, и там каких-нибудь еще, там, может быть, 1100-150 в этом компоненте выиграть. Но решать вам. Мы постарались рассказать о том, что мы собрали на базе этого шасси. Показать это дело, рассказать, пощупать, потрогать, а вам решать. С вами был Кирилл Сухин. До новых встреч. Лето на дворе, я пошел загорать. Пока.